Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Банкноты и монеты. Сегодня у нас видео из рубрики «Распаковка». Пришла большая классная посылка разных стран. Давайте посмотрим, что мы приобрели. Уже на первый взгляд я вижу, что множество банкнот пойдут в коллекцию. Как коллекционный, как инвестиционный материал. Вы, кто смотрит мои видео, знаете, что мы здесь рассматриваем и обозреваем банкноты с целью коллекции, формирования красивой коллекции и также с целью инвестирования. И третий вариант у нас это чистый бизнес, купля-продажа банкнот. Если у вас есть банкноты, пишите мне на e-mail прикрепленный к этому каналу. Итак, поехали. 50 сантимов. 50 сантимов вот в таком состоянии уставшем. Банкнота очень-очень редкая. Она, конечно, в очень плохом состоянии, но тем не менее, все равно, пока за неимением другой, поставим ее в коллекцию. Следующая банкнота это 5 крон Богемия и Моравия. Это времена немецкой оккупации части Чехословакии времен Второй мировой войны. Банкнота тоже интересная, банкнота ценная. По-моему, 5 крон у меня нет, поэтому тоже банкнота уйдет в коллекцию. Из той же серии 1 крона. Банкнота относительной ценности, там в пределах 10 евро. У меня нет такой банкноты, поэтому она тоже уйдет в коллекцию. Все банкноты, которые вот сейчас мы уже посмотрели, все имеют инвестиционный интерес, говорю вам сразу. 10 крон Венгрии. Это у нас Австро-Венгрия, Аустрах Мадьяр Банк. Банкнота не супер-пупер ценная, но имеет бизнес-интерес, скажем так. Пока банкноты Венгрии и Австрии не все имеют именно инвестиционный интерес, то есть с тем, чтобы покласть ее в коллекцию в долгую. Поэтому касательно этой банкноты то же самое. Китайские юани. Китайские юани я собираю, но не все. Собираю только советскую оккупацию и часть юаней японскую оккупацию. Они имеют ценность сейчас и имеют инвестиционную ценность. Данную банкноту я приобрел чисто как бизнес-интерес. 1 фунт Шотландии. У меня есть в отличном состоянии такая банкнота в коллекции. Данную банкноту приобрели для нашего интернет-магазина. Они имеют большой спрос. Опять вы уже видели много-много раз и снова и снова. Шотландия, если я не ошибаюсь, или Ирландия. Я уже просто с ними запутался. Это Ирландия. Эти единички, 1 паунд, я собираю по годовку. Я об этом уже говорил множество раз. Это 79 год и 89. 89 точно есть, поэтому посмотрим. Смотрите, если они были приобретены относительно дешево, значит, они останутся как инвестиция. Почему? Потому что, понимаете, есть запас, и можно как бы не торопиться, и пусть она себе лежит. Если они приобретены были, знаете, как все-таки доставка съедает большую часть заказа. Но здесь заказ большой, поэтому я думаю, что доставка размыта. Я так называю размыта, то есть
расходы на каждую банкноту за доставку маленькие. Так вот, возможно, я, например, переплачивал за банкноту. Иногда я так делаю, чтобы размыть доставку. И я знаю, что я эту банкноту продам по-любому с какой-то маленькой прибылью. Ну, маленькая прибыль, я имею в виду там 30-50%. Потому что, в принципе, на банкнотах любая прибыль, она исчисляется иксами. То есть 100%. Банкноты Италии 5000 лир вообще ничем не примечательны. Я не собираю мелкие лиры вот из этой серии, кроме 50 тысяч и 100 тысяч лир. Они как бы для меня интересны. И как инвестиции они также интересны, потому что в прошлом году 50 тысяч лир было $3, сотка 100 тысяч было $5. В этом году 50 тысяч лир в среднем от 8 до 9,5 $. Это все такое средненькое состояние. А вот 100 тысяч лир уже давно перевалило за 10 и дальше идет. То есть вот за год, считай, двойное подорожание. Итальянские лиры, но это лиры, выпущенные США во время Второй мировой войны. Это так называемая military authority, то есть военная администрация выпущенные деньги. Очень интересный как инвестиционный материал, именно лиры. Их в хорошем состоянии очень мало, и я их также коллекционирую, у меня есть коллекции. Но как инвестиция, также эти банкноты я рассматриваю. Из этой же серии 10 Deutsche Mark. В хорошем состоянии их очень мало. И если брать их условно за какие-то копейки, там доллар, 2, 3, то стоит их оставлять как инвестицию. В хорошем состоянии цена начинается от 10 и дальше. Шиллинги Англии. Вот 10 шиллингов. Эта банкнота очень интересна чисто для бизнеса. У меня есть в отличном состоянии в коллекции. Потому что спрос на эти банкноты огромный, на вот эти 10 шиллингов. Я их покупаю, в принципе, в любом состоянии. Если у вас есть, пишите мне на e-mail. 100 франков, 71 год. 100 франков Франции. Данную банкноту я уже вижу, что я купил для интернет-магазина, потому что она имеет надорванности, дырки, вы знаете, в этих франках. Они тупо в банках скреплялись степлером, от этого не уйти никуда. Данные направления я коллекционирую, обожаю вообще. Если смотрели мои видео, я рассказывал, что здесь какая-то даже специфическая бумага, и она больше похожа на какой-то на материал. Если вот вы знаете, говорят, что доллары не бумажные, а с какого-то смеси сделаны. Вот это то же самое. 10 франков 70-й год, туда же. Я эти 10 франков собираю погодово, я обожаю их. Данная банкнота приобретена для интернет-магазина. 50 франков, 51 год. Данные банкноты я собираю их погодово. Обожаю это направление. 51 год. Нужно будет посмотреть, или у меня есть. Я оставляю в коллекцию даже в таком состоянии. Даже в таком состоянии. 50 франков 40 год. Если я не ошибаюсь, у меня есть 41. Скорее всего, даже в этом состоянии банкнота уйдет в коллекцию. Очень красивая банкнота. И ценная. Данная банкнота очень распространена, так же, как и вот эти 10 франков. Они не являются редкостью, но они имеют стабильный спрос. Очень много людей собирают Францию в этих годах. 39 год. Банкнота в отличном состоянии, за исключением того, что вот оторван угол, и вот это портит всю картину. Поэтому банкнота уйдет в интернет-магазин и, скорее всего, продастся. Дальше это же направление 39 год, но уже 5 франков. Тоже банкнота имеет повреждения физические и, скорее всего, уйдет в интернет-магазин.
Эти банкноты я также коллекционирую. Мои любимые 50 cents, Кипр. Банкнота имеет инвестиционный интерес. Если есть возможность их покупать за какие-то смешные деньги, стоит покупать, потому что за этот год цена выросла, ну, где-то в 2,5 раза. А если хорошее состояние, то и еще дальше. Тоже Кипр, 250 мил. Рассказывал я об этой банкноте уже миллион раз. Во всех видео я рассказываю. И у меня складывается впечатление, что я еще больше взвинтил на нее цену. Начинали с доллара с 2, сейчас 10 евро уже, а не доллары, потому что, если вы знаете, eBay площадки есть разных стран, и там в разных валютах. Каждой из этой страны, если Европа, то в евро, если Австралия, в австралийских долларах и так дальше, короче. Это 74-й год. Если этого года у меня нет, однозначно в коллекцию. Потому что погодовка вот этих банкнот 250 мил, я уже чувствую, будет лететь. Она уже летит. Бельгия, 100 франков. У меня есть в коллекции в приличном состоянии, где-то в состоянии XF, вот так. Эту взял банкноту, ну вот навскидку я смотрю на нее, что она подуставшая. Я думаю, что я ее взял в интернет-магазин. Я действительно не вру, когда говорю не знаю, не помню, думаю, потому что объем получаемой продукции очень большой. И это все запомнить просто нереально. То есть у нас каждый занимается своим, и каждый как бы свое помнит. Так, это у нас 100 белгас или 500 франков. Кто не знает, были такие совместные деньги. Они считаются бельгийскими деньгами. Хотя, ну, я, если честно, ну, очень сильно не изучал этот вопрос. Это 41 год, Вторая мировая война. Вот, Брюссель, 22 сентября 41 год. И на них так и писалось 500 франков, 100 белгас. То есть, как бы и бельгийская часть, и французская часть. У меня есть в продаже, по-моему, 100 франков, 20 белгас и еще какие-то. Если честно, очень сильно с Бельгией я не разбирался, но постепенно подхожу к Бельгии. Есть сейчас, я поделал ставки, есть банкноты очень классные по 15, 25, 30 евро. И я смотрю, что у них и индекс раритетности достаточно высокий. В общем, я потираю руки уже как бы вот прям вот так, вот так, вот так, чтобы их заполучить именно в коллекцию. Естественно, с инвестиционной составляющей. Я на днях как просмотрел один из своих журналов, и по памяти я помню, почем я примерно что-то там как-то покупал. Я вам скажу, ну, я не знаю, где легально можно и спокойно заработать, получить такую прибыль, скажем, кратность прибыли. Очень многие банкноты подорожали в 2, в 3, в 5, в 10 раз. И, ну, что я вам скажу, товарищи коллекционеры? Знаете, как приятно, когда это твое хобби, и это хобби еще греет твой карман. Я не знаю, как вы, я получаю от этого дичайшее просто эстетическое удовольствие. Ребят, давайте на этом заканчивать. Видео и так получилось сегодня огромным. Вы на канале Банкноты и Монеты. Подпишитесь, пожалуйста, очень вас прошу. Комментируйте. Пишите какую-то свою информацию, свое видение. Я тоже начинающий коллекционер, и мне интересно получать новую информацию. Все, пока-пока, до новых видео.